Одна девочка по имени Маша переехала с родителями в новый город. И все это время после переезда она была расстроена. Каждый день она звонила своим друзьям, которые остались в том городе, в котором она когда-то жила, и говорила, как она по ним скучает. Маше очень сильно не хватало друзей. Ведь в новой школе ее одноклассники отказывались с ней общаться. Родители Маши видели, что их дочь страдает от того, что в новой школе у нее совсем нет друзей. Но они думали, что со временем все изменится. Каждое утро Маша буквально заставляла себя идти в школу. Больше всего в новой школе она боялась свою одноклассницу Эльзу. Эльза высмеивала одежду Маши, ее рыжие волосы. Сначала Эльза просто оскорбляла ее, а однажды грубо толкнула. Но одноклассники только посмеялись над этой ситуацией. В один из дней Маша решила, что вместо школы она будет ходить в кинотеатр. Каждый день с самого утра она ходила в кино, садилась в первый ряд и совершенно одна смотрела фильмы, так как других зрителей в это время на утренних сеансах не было. Маша так часто ходила в кино, что некоторые фильмы выучила наизусть и иногда одновременно говорила с героями. Однажды, когда Маша сидела в зале совсем одна и разговаривала с героями своего самого любимого фильма, на который никто не покупал билеты, потому что он был скучным, она услышала покашливание за своей спиной. Маша вздрогнула, ведь она была уверена, что в зале никого нет. Медленно повернув голову, она увидела страшное существо, которое в упор смотрело на Машу. Девочка была в шоке. Она подумала, что сейчас этот монстр нападет на нее. Она уже хотела закричать, но неожиданно монстр поднял свой длинный корявый палец к губам и показал ей, что она должна вести себя тихо. Маша испугалась и повернулась к экрану. Но в эту минуту она подумала, что устала терпеть то, что ее все время затыкают. Она уверенно встала и решила сказать монстру, что она его не боится. Но удивилась, так как в зале никого не было. На следующий день Маша снова пошла в этот кинотеатр и снова стала разговаривать с героями того скучного фильма. И неожиданно почувствовала, как кто-то положил ей на плечо руку. В ужасе Маша повернула голову и вдруг увидела зубастую морду чудовища, который вдруг попросил ее не разговаривать в кинотеатре. И тут Маша решила высказать монстру все, что она о нем думает. Она громко сказала ему, что со своими любимыми героями будет говорить столько, сколько ей угодно. В эту минуту монстр поднял руку, и голос Маши пропал. Вместо слов она могла произнести только звук «хаш». До конца фильма Маша сидела молча. После окончания фильма, когда по экрану побежали титры, к Маше вернулся голос, и она заплакала. Ее единственная радость в жизни, ее убежище от сурового мира, было нарушено монстром. Неожиданно за спиной у Маши раздался голос, который спросил, почему она плачет. Девочка поняла, что это был монстр. Не поворачивая головы, она рассказала ему и о том, как она переехала в новый город, и о том, как в школе над ней издевается одноклассница и насмехаются другие дети.
Выслушав историю Маши, монстр смог сказать только одно. Это очень и очень плохо. Хаш должен помочь. На следующее утро родители Маши разбудили ее и стали говорить, что им звонили из школы. И сказали, что Маша в школу не ходит. Они отругали дочь и отказались слушать ее оправдания. Девочка пообещала, что больше не будет пропускать уроки. Собрав волосы в пучок, выпив какао, она пошла в школу, к одноклассникам, которые ее не любили. Зайдя в класс, Маша в очередной раз услышала насмешки. Но некоторые одноклассники стали благодарить ее за приглашение в кинотеатр. Маша была удивлена, ведь она никого никуда не приглашала. Но оказалось, что весь ее класс получил СМС с приглашением в кино от ее имени. А спустя несколько часов удивленная Маша вместе с одноклассниками пошла в кинотеатр. Когда в зале погас свет, на экране начался тот самый фильм, который Маша знала наизусть. Но одноклассники этот фильм не оценили. Для них он был слишком умным и скучным. Больше всех кричала Эльза. Она стала кидать в Машу попкорн и угрожать ей разборками. Маша вжалась в кресло. Она не ожидала такого позора. Она сидела и думала, кто же мог ее так подставить? Неожиданно, когда крики одноклассников стали еще громче, в зале раздался приятный голос, который попросил всех вести себя тише. Это был Хаш. Возмущенная Эльза стала кричать, чтобы Хаш заткнулся. Она стала называть его самым уродливым существом в мире. Но неожиданно Хаш поднял руку, и голос Эльзы затих и превратился сначала в хрип, а потом и вовсе пропал. Хватаясь за горло, Эльза пыталась произнести хоть одно слово, но вместо этого могла произнести только звук «Хаш». Затем Хаш поднял вторую руку, и друг за другом голоса стали пропадать и у остальных одноклассников, которые когда-то смеялись над Машей. В ужасе весь класс уставился на монстра, который стоял, вытянув руки и забрав у всех голоса. В эту минуту Маша поняла, что спасти своих одноклассников сможет только она. На глазах у перепуганных детей она подошла к монстру и опустила его левую руку. И в ту же минуту к ее одноклассникам вернулся голос. Ко всем, кроме Эльзы. Маша так не любила Эльзу и так была на нее обижена, что от всей души желала ей навсегда остаться без голоса, чтобы она больше не могла говорить ей гадости. Но видя, как Эльза страдает, она опустила и вторую руку монстра, и к Эльзе вернулся голос. В эту минуту Маша вышла из зала. Она решила, что больше никогда не вернется в эту школу. Тем же вечером, сидя в своей комнате, Маша вдруг услышала, что под ее окнами слышится какой-то крик. Выглянув в окно, Маша увидела весь свой класс, который во главе с Эльзой хором кричал слово «Спасибо». На этот крик прибежали родители Маши. Они были в шоке. Они стали спрашивать, что случилось. Но вместо ответа Маша подняла указательный палец и поднесла к губам. С тех пор Маша обзавелась большим количеством друзей, которые оценили ее смелость и были благодарны за спасение. И иногда Маша ходила в кинотеатр, чтобы посмотреть очередной скучный фильм в компании своего друга
Хаша. Если тебе понравилась эта история, и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!